Приветствую всех, друзья! Итак, тема сегодняшняя: почему все повторяется? Вот откройте любой учебник истории, посмотрите вот там ленту новостей, например. Вот что ты видишь? Да, великие империи там рождались там в тяжелом труде, достигают какого-то там пика могущества, там утопают в роскоши, а затем рушатся под собственным весом, чтобы на их руинах все началось заново. Войны сменяются периодами мира, а затем мир снова сменяется войнами. Или же экономические бумы, там кризисы в экономике всегда заканчиваются глобальными какими-то кризисами. Да, человечество гордится своим прогрессом. Мы там изобрели интернет, телефон, телевизор, там полетел человек в космос, даже научились редактировать геномы. Но если ты посмотришь на саму суть происходящего, ты поймешь, мы не движемся вперед по прямой линии. Мы просто бегаем по кругу. Декорации просто стали цифровыми. Да, оружие стало более разрушительным, но сценарий остался абсолютно тем же, что и там 1000 лет назад. А теперь просто оторви взгляд от глобальной истории и посмотри на свою собственную жизнь. Разве ты не делаешь то же самое? Вот ты выходишь из разрушительного кризиса, клянешься себе, что больше никогда не допустишь подобного. Да, начинаешь строить новую жизнь, а через 5 лет обнаруживаешь себя в точно такой же яме. Просто с другими людьми или там на другой работе. Потому что твоя личная история пульсирует по тем же законам, что и история всех этих наших цивилизаций. Давай сегодня мы вскроем самую величественную и самую пугающую иллюзию человечества. Иллюзию линейного времени. 5 причин, почему целые народы и ты лично обречены повторять одни и те же сценарии. И 5 ключей, которые помогут тебе разорвать эту петлю и выйти из этого исторического лабиринта. Назовем это все инженерия повторений. Вот почему мы не учимся на собственных ошибках. Почему опыт предыдущих поколений или же твой собственный прошлый опыт исчезает ровно в тот момент, когда он так нужен тебе. Когда система, будь то государство или психика одного человека, проходит через тяжелейший кризис, она мобилизуется. Боль заставляет нас быть умными, осторожными и эффективными. Вот мы выстраиваем фундамент. Но как только наступает стабильность или же комфорт какой-то, включается наша системная амнезия. Потому что сытость усыпляет бдительность. Мы забываем, какой ценой был куплен этот покой. Мы начинаем совершать высокомерные, глупые ошибки. Вот империи рушатся не от нехватки ресурсов, а от потери связи с реальностью. В твоей жизни происходит то же самое. Как только у тебя появляются деньги или стабильность, ты расслабляешься и начинаешь разрушать то, что строил годами. Комфорт всегда стирает память о боли. Вот история никогда не останавливается посередине. Она качается вот как гигантский маятник. Эпоха тотального контроля всегда сменяется эпохой абсолютного хаоса и анархии. Период вот жесточайшей дисциплины переходит в эпоху тотальной распущенности. Твоя психика работает точно так же. Если ты годами держал себя вот в ежовых рукавицах, во всем себе отказывал или там работал на износ, то твой внутренний маятник неизбежно сорвется в другую какую-нибудь крайность. Например, в выгорание, зависимости или полную тотальную апатию. Мы повторяем сценарий, потому что не умеем находить точку баланса. Мы просто перепрыгиваем из одной больной крайности в другую. Вот почему тебе кажется, что каждый раз ты начинаешь что-то новое? Потому что мозг гениально маскирует старые грабли. Раньше вот ты был зависимым от мнения строгих там родителей, а теперь ты зависим от мнения там окружения, твоих сотрудников на работе или твоего начальника. Вот раньше ты спасал там своего инфантильного партнера, а теперь ты тянешь на себя ленивого партнера по бизнесу. Суть в этом не изменилась. Поменялись только имена, вот локации или же суммы на счета. Твоя энергия уходит в одну и ту же черную дыру, пока ты наивно веришь, что в этот раз все будет иначе. Вот еще во Вселенной существует железное правило инженерии смысла. Ситуация будет повторяться до тех пор, пока ты не извлечешь из нее корень истины. Вот если народ не понял
причин своей исторической трагедии, он переживет ее снова. Если ты не понял, почему от тебя ушел человек или почему обанкротился твой проект, и просто, знаешь, ты можешь обвинить в этом обстоятельства, но реальность смоделирует для тебя этот урок заново. Сценарий будет повторяться с нарастающей жестокостью, пока, знаешь, иллюзия твоей правоты не сгорит дотла, и ты не признаешь свою ответственность. Вот мы привыкли думать, что глобальные процессы и наша частная жизнь – это разные вещи. Но это ложь. Вселенная фрактальна. То, что происходит на уровне галактик, происходит и на уровне наших нейронов. Хаос вот в экономике мира – это просто, знаешь, макроотражение хаоса в мыслях миллиардов людей. Это как графики рынков на экране компьютера. Твои внутренние конфликты в точности копируют конфликты целых государств. Ты не можешь убежать от исторических циклов, потому что эти циклы зашиты в саму геометрию нашего сознания. Вот то, что происходит снаружи, всегда является копией того, что происходит внутри нас. Вот значит ли это, что мы все обречены? Значит ли это, что жизнь – это просто бессмысленное колесо для хомячка какого-то, из которого нет выхода? Нет. Посмотри внимательно на форму спирали. Сверху она выглядит как замкнутый круг. Кажется, что ты бегаешь по одной и той же траектории. Но если ты посмотришь на спираль сбоку, ты увидишь ее объем. Потому что каждый раз, когда ты проходишь через один и тот же кризис, каждый раз, когда история делает новый виток, ты не находишься в той же самой точке. Ты находишься либо на уровне выше, либо на уровне ниже. Спираль – это не ловушка. Спираль – это лестница. Если в момент повторения сценария ты включаешь осознанность свою, если ты делаешь новый, нетипичный для себя выбор, ты поднимаешься на виток вверх. Ситуация, да, внешне похожа, но твоя реакция на нее стала мудрее. Это называется твоя эволюционность. Но если ты реагируешь старыми обидами, страхом и поиском каких-то виноватых, ты срываешься на виток вниз. Цикл повторяется, но боль становится сильнее, а выход из него еще сложнее. Твоя задача не пытаться остановить движение времени. Твоя задача осознать, на каком витке спирали ты сейчас находишься, и сделать так, чтобы этот круг не стал для тебя последним. Как перестать быть заложником исторической или личной цикличности? Как переписать код своего будущего? Вот тебе 5 инженерных ключей для взлома этой спирали. Первое. Ты не можешь победить врага, которого ты не видишь. Сядь и выпиши 3 самые болезненные ситуации в твоей жизни. Найди между ними скрытую связь. Что общего было в твоем поведении? Какую одинаковую роль ты играл во всех этих 3 случаях? Как только ты выведешь этот алгоритм из подсознания на свет, его власть над тобой разрушится. Осознанный паттерн перестает быть судьбой и становится просто старой привычкой. Второе. Когда тебя тянет броситься из одной крайности в другую, остановись. Если ты всегда уходил от конфликта, а теперь хочешь все разрушить и сжечь мосты, это ловушка маятника. Найди 3-ю реакцию, которую ты никогда раньше не пробовал. Не убегай, не падай и не нападай. Останься в центре напряжения и выскажи правду спокойно. Искусственно сломай этот бинарный код своего поведения. 3. Запрети себе забывать цену своих ошибок. Потому что комфорт будет тебя просто убаюкивать. Но ты должен сохранить память о том, почему твоя старая система рухнула. Да, это не значит жить в постоянном страхе. Это значит выгравировать свой прошлый опыт на внутренней панели управления. Когда ты стоишь на пороге старой ошибки, эта память должна, сработать как удар током. Опыт теряется впустую только у тех, кто спешит надеть корону победителя и забыть свои шрамы. 4. В любом повторяющемся конфликте ты привык считать себя правой стороной, а окружающий мир просто несправедливым. Это иллюзия. Посмотри на ситуацию глазами системы. Признай ту часть себя, которая спровоцировала этот кризис. Признай свою собственную жадность, свою собственную трусость или же свою слепоту. Как только ты перестанешь воевать с реальностью и присвоишь свою темную сторону, необходимость повторения болезненного этого урока исчезнет. 5. Глобальные исторические циклы обладают, гигантской гравитацией.
Если ты постоянно будешь вовлекаться в страх перед мировыми кризисами, твоя личная воля будет просто парализована. Сузь этот горизонт. Ты не можешь остановить падение империй, но ты можешь навести идеальный порядок на своем квадратном метре реальности. Верни управление своим телом, своими мыслями, своими финансами. Архитектура твоей личной свободы начинается с тотального контроля над микроциклами твоего собственного дня. Друзья, сегодня мы вышли на абсолютно новый уровень понимания вот этой реальности. Мы увидели, что время – это не прямая линия. Вот ты понял, что спираль твоей жизни может стать либо бесконечным повторением боли, либо лестницей к твоей высшей мощи. Вот теперь ты знаешь, как делать шаг наверх. Но когда ты начнешь вскрывать эти повторяющиеся петли, ты наткнешься на нечто пугающее. Ты обнаружишь сценарии, которые ты никак не мог сформировать сам в этой жизни. Ты поймешь, что некоторые твои страхи, некоторые твои финансовые блоки и болезни подозрительно просто напоминают то, что происходило с твоими родителями или с твоим отцом, с твоим дедом. Вот дальше давай откроем один из самых закрытых разделов судьбы. Давай назовем его «Влияние родовых сценариев», как мы проживаем жизнь предков. Разберем, как непрожитые эмоции и травмы поколений физически передаются нам по цепочке ДНК, как перерезать этот невидимый канат и перестать платить по чужим счетам. А теперь, друзья, сделайте следующее. Напишите в комментариях именно то, про что было это видео. Если у кого-то из вас прямо сейчас возникла мысль, если вы узнали ту самую спираль, по которой бегаете годами, напишите про это. Оставьте здесь свой честный инсайт. Потому что инженерия смысла – это здесь. Оставайтесь со мной, друзья. Вместе мы вытянем любую ситуацию. А теперь улыбнитесь. Жизнь любит тех, кто не сдается. Жду вас в следующем видео. До встречи.